Всем привет! Сегодня снова готовим вкуснейший, ароматнейший и красивейший хлеб на закваске. Готовить его очень просто и рецепт также прост. И для этого рецепта нам понадобится пшеничная мука, ржаная мука, соль, вода и хорошее настроение. Начинаем с пшеничной муки. Сегодня у меня пшеничная мука первого сорта с содержанием белка 10,5. Это достаточно низкое содержание, но тем не менее хлеб у нас получится. Ржаная мука у меня сеянная, и этот хлеб будет без цельнозерновой муки. К смеси нашей муки добавляем воду. Вода должна быть комнатной температуры. Используйте бутилированную чистую воду без примеси или фильтрованную, если у вас есть фильтр, и не используйте кипяченую воду. Такая вода для хлеба на закваске не подходит. Затем все тщательно смешиваем, чтобы не оставалось сухих участков муки или непромесов. После чего оставим тесто на аутолиз. Это займет примерно 30-45 минут. За это время клейковина набухнет и тесто будет более податливое. Ну а теперь приступим к нашей закваске. Накануне я ее подкормил, и она достаточно выросла и даже уже немного опала. Поэтому долго ждать не будем. Откладываем необходимое количество закваски. Оставшуюся часть я подкормлю и оставлю храниться снова в холодильнике. Итак, прошло 45 минут, и тесто прошло свой этап аутолиза. Посмотрите, какое стало оно тягучее, цепкое, влажное, собирается уже в комок. Перекладываем в дежу, если будете замешивать тестомесом, или в большую емкость, если будете замешивать руками. Далее добавляем всю нашу закваску. Очень важно отмеренное количество добавлять полностью все без исключения. И наше тесто закваска начинаем замешивать. Если вы замешиваете хлеб в тестомесе, используйте первую или вторую скорость. На этом этапе нам нужно всего лишь объединить закваску с уже имеющимся после аутолиза тестом. А при ручном способе это просто смешивающие ручные движения. Итак, после 2 минут смешивания можем добавить соль. Всыпаем соль и оставляем тесто для того, чтобы она хорошо вмешалась, клейковина еще больше набухла, тесто объединилось, и ждем момента, когда оно начнет отлипать от стенок дежи-миксера и наматываться на крюк. Вот теперь вы увидите, что спустя 7 минут тесто начало уже отходить от дежи-миксера и наматываться на крюк. Это значит, что клейковина уже достаточно развилась и тесто уже готово. Посмотрите, как оно тянется. Очищаем крюк лопаткой смоченной водой и перекладываем тесто в миску для дальнейшей расстойки и ферментации. Тесто хорошо собралось, и это значит, что клейковина очень хорошо набухла. Посмотрите на это глютеновое окно, тесто не рвется. Накрываем полиэтиленом, а затем полотенцем и оставляем на 45 минут. Спустя это время тесто немного отдохнуло, и мы делаем первую растяжку. Оттягиваем край теста, насколько это возможно, и складываем поверх. Оттягиваем и складываем поверх. Так можно делать с 4, с 5, с 6 сторон, в общем круговыми движениями с каждой стороны. Таких растяжек нам понадобится 3, 4, может быть 5. Все будет зависеть от теста и температуры, при котором будет храниться наш хлеб. Округляем наше тесто, накрываем полиэтиленом, а затем полотенцем и оставляем еще на 45 минут. Спустя 45 минут делаем вторую растяжку. Тесто еще больше стало податливее, еще больше тянется. Тем самым дает возможность нам его повернуть со всех сторон. Первые несколько раз тесто можно растягивать максимально длинно. Это помогает тесту развить еще большую клейковину, стать эластичной, что поможет в дальнейшем нам сделать вкусную корочку и мягкий мякиш внутри.
Закрываем полиэтиленом, а затем полотенцем и оставляем еще на 45 минут. Спустя это время тесто уже увеличилось в объеме. С этого момента нам нужно аккуратно стягивать тесто, чтобы не дегазировать образовавшиеся газы от закваски внутри теста. Таким образом, оттягивая и складывая только с края в центр. Чтобы тесто не прилипало к рукам и лопатке, используйте воду, но ни в коем случае не муку. Итак, складываем, насколько это возможно, и оставляем еще на 45 минут. Спустя это время тесто еще больше поднялось. Это значит, что наша закваска работает хорошо, температура хранения теста ей нравится и она активно работает. А очень аккуратно складываем тесто, растягиваем, стараясь не порвать тесто и не повредить внутреннюю структуру, воздушность нашего теста. В среднем таких растяжек понадобится 5-6. Все зависит от температуры, при которой будет растаиваться хлеб. Если очень жарко, тесто подходит очень быстро, тогда используйте каждые 45 минут. Если же холодно, как зимой, тогда тесто может постоять около часа, но растяжек должно быть не менее 3-4. Спустя еще час тесто заметно подошло. Это значит, что оно уже готово для того, чтобы его сформировали в буханку. Припыляем стол мукой и переворачиваем миску. Даем тесту свободно выпасть из миски. Посмотрите, какие поры образовались на дне. Это значит, что закваска сделала свое дело. Перекладываем на стол. Припыляем немного буханку и растягиваем тесто во все стороны. Делаем все аккуратно, чтобы не порвать тесто и не выпустить газ, который образовался внутри. Это наши будущие поры хлеба. Сворачиваем тесто конвертом и образуем круглый колобок. Шов должен быть внизу и закрыт. Припыляем немного мукой и оставляем под перевернутой миской на 20 минут отдыхать. Тесто немного отдохнуло и приступаем к финальной формовке нашей буханки. Тесто еще больше расслабилось, поэтому припыляем мукой столешницу, переворачиваем швом кверху и формируем нашу буханочку, складывая снова конвертиком. Защипляем все швы и перекладываем в расстоечную корзину. Корзину можно припылить рисовой мукой, чтобы она не прилипла к дну. Свернем тесто еще один раз, так как нам это позволяет тесто. Защипываем обязательно швы, чтобы буханка не раскрылась. И перекладываем в расстоечную корзину. Еще раз проверяем швы, заклеиваем их тщательно и присыпем сверху наше будущее донышко хлеба мукой. Накроем нашу заготовку полиэтиленовой шапкой от душа, дадим немного места для расстойки, накроем полотенцем и оставим на час при комнатной температуре. За это время тесто немного подошло. После чего отправляем его в холодильник все под той же душевой шапочкой. После чего оставим хлеб на расстойку в холодильник примерно на 12-14 часов. У меня прошло 14 часов и моя заготовка хлеба заметно выросла в корзине. Посмотрите, какая она живая, воздушная. При нажатии пальцем след остается и медленно возвращается снова. Это значит, что расстойка завершена. К этому моменту чугунная кастрюля, если вы выпекаете в кастрюле, должна быть разогрета на максимум вашей духовки. Если вы выпекаете на противне, разогревайте противень и духовку на максимальной температуре в течение 30 минут, а может быть даже 40 или часа. Заготовку перекладываем на пергаментную бумагу и делаем разрез лезвием. Лезвие должно идти под углом 45 градусов по отношению к буханку. Прорезаем тесто и перекладываем в горячую кастрюлю. Закрываем крышкой и отправляем в духовку при температуре 230 градусов
20 минут. После чего крышку открываем и допекаем еще 8-10 минут до румяной корочки хлеба. Хлеб готов. Вытаскиваем его из кастрюли и проверяем стуком по донышку. Если звук глухой, хлеб готов. Даем хлебу остыть на решетке в течение 2, 3 и 4 часов. Это даст хлебу полноценно остыть и созреть. Ну а теперь давайте разрежем хлеб и посмотрим, какой он у нас внутри. При таком методе выпечки корочка очень нежная, а мякиш внутри воздушный. После нажатия возвращается в свою форму. Это значит, что хлеб полностью и правильно расстоялся во время расстойки. Аромат такого хлеба не оставит никого равнодушным. Поэтому разрезаю на ломтики и буду пробовать. Вот такой хлеб. Очень вкусный, очень нежный, очень мягкий. Буквально тает во рту, а корочка приятно хрустит на зубах. Если вы хотите испечь такой хлеб, найдете все граммовки в описании под видео. Пробуйте, готовьте свой домашний хлеб на закваске. Уверяю вас, другого хлеба вам не захочется. Всем желаю вкусного хлеба. Пока.